что ж, добрый день всем зрителям, которые ждали, всем зрителям, которые хотят что-то увидеть новенькое, но также тем, кто случайно на этот канал залетел. Мы тут немножко обсуждаем аппаратуру, мы тут немножко пытаемся слушать музыку, но с музыкой все больше возникает проблем из-за того, что надо блюсти авторские права. Ну, вот. Сначала прозвучала наша заставка, это Кома Студио. Ссылка на нее там будет в описании. Вот. Ну, здрасте еще раз. Здрасте. Значит, я рад, что у меня нашлось время все-таки записать что-то новенькое. Это знаете, как в анекдоте старом советском. Кто знает, потерпите, кто не знает. Мне нравится. В советские времена старого еврея Рабиновича вызывают в КГБ и говорят: Рабинович, товарищ Рабинович, мы знаем, что у вас есть брат в Америке, у него там 3 магазина. Он говорит: да, но я с ним не общаюсь давно. Он говорит: ну, это не важно. Вы знаете, коммунистической партии Соединенных Штатов очень нужны новые члены, вот, сочувствующие. Поэтому давайте, товарищ Рабинович, вы ему напишите письмо. Это я адреса не знаю. Это ничего, это не важно. Мы знаем. Напишите письмо, предложите ему вступить в Компартию. Ну, я не общался с ним давно. Ничего, товарищ Рабинович, вот вам листок бумаги, вот вам ручка, садитесь, пишите. Мы выйдем сейчас. Через 5 минут принесем конверт и отправим. Ну, Рабинович берет листик бумаги, берет ручку, склоняется над ним, задумывается. Ну и начинает писать: дорогой брат Изя, пишет тебе твой брат Зяма. Наконец-то я нашел время и место, чтобы тебе написать. Ну вот, время я нашел, место у меня, слава богу, пока не меняется. Значит, ладно, давайте я грешу я, конечно, лишней болтливостью, но сегодня мы посмотрим вот эту Sony. Это Sony мини-дисковая дека MDS JB930 или 930 серии QS. Знаете, чтобы долго не мотаться, я сегодня не буду все разворачивать, это показывать ее спереди, сзади, вернее, спереди мы ее видите, сзади не буду. Вот. Мы по-быстрому сегодня частично хотя бы посмотрим общие, так сказать, сведения, а уж если я чего-то забуду, я потом в другой серии добавлю. Значит, в прошлом видео у нас была 640-я, вот здесь вот. Мы ее достаточно плотно посмотрели. Там кое-что я забыл. Мне товарищ какой-то в сообщениях там подправил. Да, не помню, о чем я забыл. О том, что там функция пропуска есть, да, нарезки. Ну, ладно. Значит, вот, кстати, сразу и хорошо бы сравнить. В принципе, вот по звуку, я не знаю, может, кто-то говорит, там, кто-то это самая вот 930-я у меня это, она самая музыкальная. Честно, я сильно разницы не вижу. Внешний вид, да, согласен. Значит, основное отличие. 9-я серия, это предтоповая серия, которая стоит перед серией ES. Они бывают, по-моему, 920, 930. Вот 940 не могу сказать. Не помню, честно. Напишите в комментариях, если есть такая. И 980. 920 это самая такая простенькая. Вот. 980 самая топовая, но она отличается от этой, что в 980 есть, по-моему, режим, как он называется, MDLP, Long Play в 2 раза медленнее, с потерей качества. И у нее есть USB вход для коннекта с компьютером. Ну, сразу скажу, если вы погонитесь, как бы. Я тоже сначала искал, рыл рогами землю, искал эту 980-ю себе. Вот. Но оказывается, что через USB на мини-диск можно перегонять
с качеством только MP3, то есть оно подгрубливает, это как бы оно привлекает, что не надо тут воротить ничего, можно, там специальная программа, она там есть в открытом доступе, ее соединяешь и перегоняешь. Но качество не самое лучшее, когда работаешь через USB. Вот. А 930 вот это самое, как бы, что меня прелестило, у нее есть клавиатура, а это, я считаю, в мини-дисковой деке, это, наверное, одно из самых важных функционалов, потому что набивать названия треков с помощью клавиатуры или этого шафла, это убиться можно об стену. Вот, значит, отличие еще, она, конечно, посильнее, там у нее, соответственно, и питание получше организовано, как бы, и все это такое, лицевая панель у него алюминиевая, здесь пластмасса, то есть тоже как бы, и уже, видите, вид уже как бы такой, конечно, посолидней. Вот, значит, что? А так, в принципе, здесь все то же самое. Значит, стендбай, кнопка. Здесь таймер есть на включение, отключение, на запись. То есть, как ты его программируешь. Кстати, часов здесь нету. А как тут этот таймер работает? Просто включает ее, наверное. Я даже не разбирался, не знаю. Но есть такой. Выход на наушники, уровень громкости на наушники. Кстати, он моторизован или нет? По-моему, нет. В ЕС так моторизован, а здесь нет. Можно проверить, кстати, где-то тут. Сейчас мы попробуем. Где-то тут у меня лежал этот гаджет. Где-то он тут лежал. Вот, кстати, пульт оригинально от этой деки. Он вот именно такой. Вот, маркировочка его D33M. Он широкий. И у него, видите, нет сокращений на буквах сильно. Потому что другие пульты, они, кстати, работают. Если кто-то купит без пульта, вот этот пульт от второй деки, даже не знаю, от какой это, вот этот вот D47, он совершенно работает тоже. Вот она останавливает. Здесь батареек нету. Работает. Но родной пульт именно вот такого вида. И здесь вот это volume. Нет, не работает тут. Нет. Это уровень записи. Нет, здесь нету. То есть не моторизовано. Ну ладно. Вот этот, значит, остановим, чтобы можно было посмотреть. Здесь порядок воспроизведения, шаффл. Кстати, насчет шаффл. Шаффл — это перемешивание. Всем владельцам мини-дековой аппаратуры очень не рекомендую этот режим, потому что он случайно выбирает дорожку. Дорожку он выбирает случайно, и, соответственно, вот эта каретка с магнитной головкой, она все время ездит, это очень нехорошо. То есть, в принципе, вам это надо в случайный порядок, но это очень нагружает весь этот механизм. Программирование, то есть можно запрограммировать порядок дорожек на диске, который она будет воспроизводить. Вот. И просто, так сказать, весь список треков, которые есть. Фильтр тоже они взяли у ЕС уже тоже вот на Сидюке у меня, видите, похожая такая же, в общем-то, хотя это уже ЕС. Тоже такая же похожая лицевая панель. Вот. С фильтром, не знаю, кто-то там тоже, гурманы обсуждают, тут есть фильтр, значит, у него какие режимы, вот стандарт, сплин. По-английски здесь дает сбой, я не помню, что это такое. Plain — это ровный, мягкий, по-моему, что-то, или ровный, что-то такое. Аналоговое типа звучание, вот, и стандартное. Опять-таки, не знаю, слушал я. Гурманы, может, что-то различают. Я лично, так сказать. Есть, конечно, разница, но чтобы я этим не этим аппаратом, не тем, у которых есть эти фильтры за 30 лет, я, в принципе, редко когда-то что-то попробуешь ради баловства, не пользовался. Значит, что мы там оставили? Скролл. А вот и скролл, наверное, отвечу я вам попозже. Я не помню, что это такое. Нет, вот убейте, сейчас попробуем запустить, и что он нам тут скажет. И что он нам скажет на этом скролле. Понятия не имею. Ничего не меняется. Извините, лох такой, забыл. Это говорит о важности этой кнопки.
дисплей, ну, показывает тут или одновременно и трек, название трека, название диска, то есть или выходной уровень сигнала, расположение, ну, вся информация, варианты фильтра. И тайм это, ну, сколько осталось времени на дорогу, ну, это все стандартно, сколько осталось на диске, то есть плюс-минус, сколько осталось всего, то есть, ну, это вы, наверное, знаете. Так, загрузочный лоточек, кстати, да, видите, какой за 30 лет даже совершенно не испорченный, не потерто, а кто покупает аппаратуру, здесь сразу смотрим потертость вот этого загрузочного надписи на загрузочной крышечке. Если ты 30 лет каждый день торчил туда диски, она потихонечку съедается. Все здесь, как и везде, меню, все понятно, да, здесь clear это отмена или стирание, но это когда там набиваешь с помощью этого шафла. Это тот шафл, который, кстати, тоже за 30 лет, пока ни одного сбоя. В 640-й вот иногда бывает проскакивает. Это самое больное место у них у всех. Так, yes это типа окей. Здесь у нас что? Режим стерео или моно с помощью тумблера. Вот. Здесь выбор входов. Ну вот здесь удобнее. Здесь, видите, сразу включаешь коаксиал вход, оптический один, оптический второй. Вот. И что там еще? Все. Ну аналога, да. Потому что вот, например, в этом надо это менять с помощью меню. Входишь в меню, там выбираешь, здесь можно сразу сходу. Это удобнее. Вот здесь уровень записи тоже отдельной ручкой выведен, потому что здесь надо тоже входить в меню и выбирать вот этим шафлом плюс-минус, по-моему. Здесь как бы это удобнее. Ну все, кнопки стандартные, выбросы, все такое. Все. Ну и тут еще функция, которую я говорил в обзоре на вторую деку, Pitch Control, которая нам позволяет менять скорость воспроизведения. Ну, как бы и тональность меняется, то есть с помощью нее можно как бы, как мы громко не будем делать, потому что он будет ругаться, менять скорость, и в принципе даже совершенно разные произведения можно сейчас поставить с одинаковой скоростью, с одинаковой тональностью и склеивать их. Ну, то, что сейчас играет тихонько, что будет ругаться, но я думаю, что эта песня не нуждается в представлении. Вы узнаете, это Queen и Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Вот. И ну, вот мы включаем. Она меняется. Вот. И скорость меняется. Можно склеивать совершенно, так сказать, разные песни. Вот. Ну, эту песню представлять мне не хочется, как бы. Вот. И Pitch Control тоже меняет. И здесь же есть просто Pitch Control, есть Fine, то есть он буквально по десятым долям совсем незаметно меняет, как бы. Чуть-чуть, не знаю, для чего надо, может быть, для музыкальных произведений, когда там по полутонам. Ну, вот так работает здесь этот Pitch Control. Значит, что у него сзади? Я не буду разворачивать, я вам покажу просто вот картиночку. И потом, может, ее отдельно выложу. Вот, видите, что тут, где тут, что тут у него, что у него тут сзади. У него сзади вот выход, вход линейный. У него тут вот это A1 Control, это такая приблуда, которая соединяет компоненты Sony с помощью там какую-то шину делает общую для управления. У меня никогда нету и не было. И что она из себя представляет? Может быть, для синхрозаписи что-то такое. Короче, вот такая. И вот цифровая секция. Коаксиальный вход, оптических 2, коаксиальных 2 выхода. Все. Сеть 220. Ну, вот, то есть тут все понятно. Вот. Ну, вот. Аппаратик такой хороший. Ну, я не знаю, сколько сейчас. На сегодняшний день, в нашем 2024 году, в идеальном состоянии за него просят
ну так, не соврать вам, конечно, но настраивайтесь на $200, ну, 300, это там, в зависимости от состояния и наличия упаковки, всех этих инструкций, паспортов. Он комплектуется еще оптическим кабелем и аудиокабелем. Аудиокабель такой, аналоговый, простой, дешевка, хотя и Sony. Вот. Ну, так работает. Вот, и что? Что еще? Ну, все. Значит, что еще тут интересное, что отличие этого от этого. Здесь пасек стоит на выброс диска. Это головная боль. Ну, не то, что головная боль, в принципе, тоже. Посмотрите видео, я менял его. Я нашел не оригинал, но вот он служит уже несколько лет, как бы, и все нормально. Как бы. Это не составляет больших проблем, это только для новичка. Новички пугаются, ай-яй-яй. Здесь уже привод механический, тут нету пасека. Ну, не знаю. Тут сбоев как бы не давало. Вот, никаких никогда. Ну, может, оно и надежнее. Хотя пасек сейчас тоже его меняет, это расходный материал. Вот. Ну и все по дискам. Что, кстати, по дискам, вот хороший диск тут стоит, да, это все тоже. Некоторые горячие головы. Пардон. Некоторые горячие головы считают, что он керамический корпус. Это неправда. Это простой пластик. Ну, правда, он такой АБС. Не помню, как он расшифровывается. ABS пластик такой. Хорошая пластмасса. Он такой действительно так звенит, как керамика. Но нет. А так, в принципе, если вы там мучаетесь в выборе себе бэушных мини-дисков, то есть особенно не парьтесь, самая главная механика. Надежность, вот он как бы сделан добротно, у него эта шторка никогда не зависнет, не погнется, не застрянет. А как бы по качеству звучания, я думаю, что цифра, она есть цифра, то есть тут большой разницы нету. Вот. Ну и как бы не забывайте, что диски требуют профилактики тоже, как бы иногда их, особенно если вы как бы, используете на выезде, там еще некоторые до сих пор для фонограмм используются. Здесь проблема какая? Надо открывать эту шторочку и желательно какой-то мягкой кисточкой протирать поверхность самого диска, потому что, как нам всем хорошо известно, там магнитная головка по нему не ездит, она очень близко, но она не касается его. Вот если там у вас какая-то грязь, то тоже эта головка сразу выходит из строя, это проблема. Поэтому, чтобы никакой грязи на поверхности нет, она не прилегает к нему, но очень близко. И там зазорчик, вот именно что если грязь, пыль, она забивает эту магнитную головку. Вот. Ну, вот в основном весь рассказ. Сегодня было мало музыки, потому что я опять это рожал очень долго. Тут у меня блокировали, и особенно ничего я не смог подобрать. Ну, а как бы, что ж, решил все равно делать. Почему? Потому что, а что ж, надо сейчас, надо нам, как говорится, записывать, надо что-то вещать. Ну, что, надо делать, потому что, как говорится, старая песня, трус не играет в хоккей, поэтому будем пытаться все равно, что нам делать. In puncto Liebe nützt es gar nichts, wenn du reich bist. Und wenn du aussiehst wie ein großer Bühnenstar. Weil doch die Liebe ein unendlich großes Reich ist. In dem der Löwe oft ein kleines Mäuschen war. Der Lieb muss leider Gottes immer auf der Hut sein. Man darf die Liebeslinge niemals nicht verlieren. Darum will ich jetzt, und das wird sicherlich sehr gut sein, die 10 Gebote für die Liebe proklamieren. Die 10 Gebote für die Liebe proklamieren. Ну, такая вот песенка. Не про хоккей, про 9 заповедей любви, но написана она была, наверное, лет так на 30 раньше, чем песенка про хоккеиста. Вот. Ну, наверное, все. Что я еще подобрал? Кстати, вот важное замечание еще какое. Там, может быть, я начну писать шорты, потому что у меня тут не... Как бы я, наверное, я, как и говорю, я аппаратуру не коллекционирую, не чиню, не продаю, поэтому у меня свежего подвоза бывает редко. Есть пару аппаратиков еще, я тут купил себе, потом расскажу. А так тут...
Что-нибудь еще покажу. Вот у меня часиков большая коллекция, я тут все время их меняю. Может быть, в шорты будут. А что, если вы увидите что-то не касающееся аппаратуры, вы не бойтесь, не отписывайтесь, аппаратура будет продолжаться. Вот. Ну, потому что надо разнообразить. Надо, а что, как говорится, надо какие-то новые вещи. Потому что, как говорится, перемены, новизна, наши сердца требуют перемен. Все, всего доброго. Пока. Settle down.